Итак, всем доброго раннего утра. Пока мои недруги спят, видят седьмой сон, я работаю. Они проснутся и облают то, что я создала. Закон мироздания. Но их лай им не принесет ни победы, ни имени, ни признания, ни любви народной. А мне принесет. Так вот, я работаю для того, чтобы помочь людям. Это моя изначальная цель. Сначала ты хорошо делаешь свою работу, а награда за твой честный труд, он тебя находит. Я вам дарила огромное количество работ для здоровья, для домашних дел, для семьи, заговоры для детей, заговоры от болезней различных, заговоры на удачу и прочее. Много тысяч этих работ. Многие из них изданы в моих книгах. Многие еще ждут издания. Это все мои работы, накопленные мои архивы за 20 лет с лишним. Многие работы как бы изначально те самые, старинные мои работы. Есть работы новые, есть работы, созданные не очень давно на основе моих же работ. Но как бы там ни было, это все собранный мой труд, который я издаю, дарю и прочее. Но прежде чем издать, 70%, а может и больше, моих работ, в принципе, подарены вам даром. То, что я не успела показать, не успела это все. Ну, вот эти фотографии моих алтарей, моих работ и моих ритуалов, это же накопилось за многие годы, понимаете? Это огромные архивы. Как мне одна сказала, у вас грех не украсть. Это реально так. Я помню, когда ВКонтакте я выставляла мой альбом, мои алтари, и одна особа мне написала: ой, такие классные фотографии, а где ты их берешь? Я говорю, представляешь, у себя дома беру. Да. Именно поэтому многие мои алтари, да и вообще алтари моих зрителей, очень много украдено. Дорогие друзья, дело в том, что до моего появления просто нигде не было таких работ. И сейчас нет. Те фотосессии, которые устроили после моих работ на кладбище, пошли там на каблуках, накрашенные, некоторые там один день сфотографировались. Понимаете, одно дело, когда это архив собранный за много лет работ, другое дело, когда ты в один день несколько фотографий делаешь, понимаете? Не было, нет и не будет. И почему все вот эти травли гаснут наполовине? Во-первых, потому что я сильный человек. Во-вторых, потому что ведьму невозможно одолеть. За ее спиной стоят силы очень древние и могущественные. И в-третьих, потому что для того, чтобы меня одолеть, нужно иметь мою работоспособность. Но невозможно. Эти люди это не смогут. Это им просто невероятно. Для них это нонсенс, для них это закрытая тема, поэтому одолеть меня, но если только каждый день сплетни какую-то ересь снимать, думая, что мне что-то делают, может быть, я могу только пожалеть таких людей. Так вот, я о том, что в каждой сфере человек должен быть фанатиком этой работы, только тогда он добивается успеха. Иного пути просто нет. Теперь, вот я хочу подарить вам несколько таких заговоров, маленьких ритуалов несложных, но очень сильных от домашних вредителей. Потому как наш дом, наша крепость, наш очаг. И, конечно же, нам неприятно, когда в доме водятся то тараканы, то мыши, крысы, еще что-нибудь. Бороться с ними нужно различными средствами, но возможно ли их вообще вытравить и убрать заговором? Конечно, да, издревле это делалось и практиковалось. Вот на основе этих знаний, на основе традиций народных, на основе различных методов
вытравления этих существ из дома, я создала эти ритуалы, которые, не раз и не два я дарила людям, которые просили, и потом решила, что пришло время снять, и, собственно говоря, и загрузить в YouTube. Вы с помощью этих ритуалов можете убрать из своего дома незваных гостей, то есть крысы, мыши и прочее гадость, которая вас раздражает, да и вообще опасность представляет собой для дома, для семьи. Поскольку у меня мало времени, то есть здесь уже память может закончиться, я прочитаю по одному разу. Думаю, этого достаточно, чтобы вы записали. Первое. Крысы, мыши и так далее. Как их вытравить из дома? Как убрать? Берете тарелку. Нет, приносите с улицы камень. Такой, достаточно такой большой, средний такой камень, крепкий. Настоящий камень. Не кирпич, не искусственный, не что-либо другое. Именно камень. Нужно, значит, класть на тарелку и прочитать 6 раз. И эту тарелку где-то поставьте, где-нибудь в таком потаенном месте. Сначала каждый день читайте, а потом раз в неделю можно. Это в течение нескольких месяцев, и у вас полностью уберутся, уйдут мыши, крысы и так далее. Говорить нужно следующее. Принесла я, имя ваше, камень в честь мышиного племени Грызова. Этот камень в дар роду Грызова. Берите сей дар, пусть отныне ваше племя да ваш род этот крепкий камень грызет, а дом мой да мое добро не трогает. Истинно так. И оставляйте этот камень. Не поднимайте камень, он должен прям лежать на этой тарелке или на блюдце. Лучше тарелку открытую такую. За короткое время ваши мыши и крысы уйдут. Дальше от муравьев. Если все время муравьи в доме водятся, по разным поверьям Феофан так звали муравьиного царя. Если говорить, что здесь живет Феофан, или не приходите, потому как здесь Феофан, это уже тут старинные методы я вам привожу, то муравьи туда не придут, поскольку побоятся своего муравьиного царя. Некоторые говорят, что Феофаном звали некого жреца. Но это не суть важно. Берете бумагу, маленькие такие клочки бумаг или там листочки маленькие, собственно говоря. Пишите на этих листочках. Тут живет Феофан. Вот сколько мест у вас там заполонили муравьи, где они находятся, в каких местах, щелях, если вы знаете. Во все эти места, значит, туда нужно положить эту бумагу, понатыкать в эти места, щели. Написаны следующие слова. Бумаги там могут быть различных размеров, это не принципиально. И каждый раз, когда вы туда будете, значит, ложить эту бумагу, нужно прочитать заговор. Сколько мест есть в доме, где муравьи собираются, везде это читайте и оставляйте там бумагу. Через некоторое время этих муравьев не станет. Сначала, значит, читайте на эту бумагу в этих местах, потом просто подходите, стоите, еще раз читаете каждый день. И в итоге через короткое время эти муравьи у вас переведутся. Итак, читать нужно следующее. Феофан, Феофан, Феофан. Приди в мой дом, хозяйничай. Гони из моего дома муравьев. Нет для них здесь меда и сладости, только горечь. Прогонит Феофан муравьев за 7 гор, за 7 морей. Камень, замок, язык. Все. Далее. Если у вас тараканы завелись, и особенно от соседей, например, если вы живете в квартире, это очень мерзкая, неприятная вещь, но приходится с ними работать. Вообще слово таракан происходит из греческого карахан, черный хан. Их сравнивали с тюркскими ханами,
усатые, черные, вот и назвали это насекомое карахан. Потом это переделалось и деформировался, то есть деформировалось это слово, и через много веков мы получили таракан. Ну, собственно, если так хорошо посмотреть, напоминает усатого черного. Итак, значит, зажигайте полынь, траву. Можно, значит, поставить на стол какую-нибудь емкость и там зажечь эту траву полынь и 13 раз читать на эту полынь траву. Оставить догореть и просто полынь выкинуть. Так делайте несколько дней кряду и будете каждый день видеть, как они уменьшаются. Но пока они полностью не уйдут, не прекращайте это действие. Тараканий царь, тебя призываю, усатый да мохнатый, над тараканами властвуешь, ими повелеваешь. Собери свое огромное войско, поведи свое полчище прочь от моих дверей. Пойдите прочь, да не возвращайтесь, истинно так. Это далее. Во-первых, полынь трава обладает определенной силой. Вы это знаете, да? Полынь убирает злые силы и вообще нечисть, всякую нечисть. Имеется в виду вот именно энергетическую грязь из дома и ту грязь, которая приводит насекомые с собой. Дальше. От осы. Оса, либо, значит, пчела. Вообще, читайте от осы, никто из них не подходит. Шмель – это очень опасные вещи, особенно летом. Во-первых, они могут укусить, ужалить домашних животных, и они могут погибнуть. Потом есть люди, у которых аллергия на это все, и у них очень малое время для того, чтобы спастись, успеть в больницу и прочее. Это весьма серьезные вещи, особенно летом, особенно для людей, которые живут рядом с лесом. Я тоже, например, живу рядом с лесом. У нас прям здоровые эти дикие пчелы или дикие осы, которые здесь все лето крутятся. И вот от них нужно спастись таким образом. Берете, опять же, полынь, можно календулу или зверобой, любой из этих трав, зажигайте и читайте. Читайте каждый день по 6 раз. Пока вы, собственно, не поймете, либо сезон закончится вот с этими осами и шмелями, либо вы в безопасности себя не почувствуете. Ну, желательно, если вы каждый день сделаете в течение лета и спокойно переживете это лето. Итак, сказать нужно следующее. Оса, оса, ты оса мать, а мне не мать. Закручень траву, жгу на бару, заговор творю на зеленом лугу. От дыма улетите в сырой бор на зеленый луг. От нас подальше. Заклято. Заговоры бесхитростные. Знаете, мои заговоры или ритуалы, составленные разными направлениями магии. Есть вуду, восточная магия, есть равнинная, это русская магия и прочее, прочее. То есть есть работы более сложные, есть работы более такие, скажем, не совсем доступные для понимания обычного человека. Есть более проще, но древние там и так далее. Но это не имеет никакого значения. Они все в равной степени сильные. И вот если заговор проще, да, чем другие, это не говорит о том, что он слабее. Он точно такой же сильный, просто он составлен в традиции такой аскетичной традиции, когда мало излишеств, потому что это как бы на вот определенный случай. Вот сейчас надо и прочитать, чтобы не было умудренных слов и так далее. Человек может даже наизусть запомнить. От клещей. Я вам уже дарила различные заговоры от клещей. Давайте еще подарю. Когда идете в лес, нужно перед тем, как зайти в лес, говорите. Говорить нужно 5 раз. Я в лес иду, а клещи из леса уходят.
Аминь. Клещи, да. Я в лес иду, а клещи из леса уходят. Аминь. Это раз. Подошли к лесу и говорите 4 раза. Поворачиваясь на все 4 стороны света. А потом заходите спокойно. Можете с собакой гулять, они не подойдут. То есть их вы не встретите. Делю тебя, лес, на 4 стороны. На восточную, южную, северную и западную. Все 4 стороны меня стерегут, да сберегут. И ни одному клещу меня хватать не дадут. Да будет так, заклято. На этом все на сегодня, по крайней мере. Надеюсь, что эти работы вам пригодятся. Пойду немного отдохну, собственно говоря. Пока будет загружаться, утром вы это все, эти работы увидите. Всем удачи, всех благ.